Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. Опять сегодня наступил вечер, и я пришел на разводню покормить рыбок. И вот обратил внимание на меченосцев опять. Смотрите, какие самки. Вот одна вообще квадратная. И вот эти две вильчатые, они две такие квадратные. Но я думаю их сразу двоих отсадить. Или сначала отсадить вот ту, которая побольше. Вот она. Вот, смотрите, какая она. Прямо квадратная. Родовое пятно у нее такое мощное. Ну и эта к ней черненькая, с черным хвостом тоже подкрадывается, вместе они плавают. Видимо, будут метать малька. Ну, по крайней мере, красная то точно. И сейчас я их отсажу. А вот такой самец у них, смотрите, такой аж темно-красный такой красавчик. Вот, сейчас я их отсажу. И будем ждать завтра на утро малька. Кстати, хочу сказать, что это, так сказать, продолжение того видео, которое в предыдущий раз выходило на канале. Ссылочка, кстати, будет в описании под видео. О том, как наши меченоски давали нам малька и сколько они его произвели. Больше 1500. Поэтому, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Вот такой у нас импровизированный отсадник получился. Смотрите, какая у нас подруга. Капитальная. Толстая, капец. Вильчатая, классная самочка. Она, кстати, из молоденьких. Где-то ей 8 месяцев. То есть она еще совсем молодая. Ну, может, 9. Вот. Но она уже такая, сантиметров 8-9 точно есть. Ну, а если с хвостом, так, наверное, и больше. Вот. Поставила сюда обогреватель. Вода прямо из системы. То есть не свежая, ничего из системы, там, где она находилась. Поставил продувочку ей. Я думаю, завтра утром должен быть результат. Как правило, я заметил, что меченоски у меня рожают обычно утром. Где-то начиная с 7 часов и практически до 11, до 12. Выметывают всех мальков. Ну, не будем ее отвлекать. Пускай она сосредотачивается и дает нам потомство. А мы на него посмотрим. Обязательно надо закрывать отсадничек. Вот я таким образом накрываю. Потому что накрывал был одной крышкой. Так они прыгали так в этом отсаднике ночью там, или я не знаю. Открывалась эта крышка, сбрасывали и выпрыгивали самки. Поэтому я сейчас еще ставлю такой тазик сверху. Это такой момент обязательно должен быть. То есть прыгают, что тигрицы. Итак, друзья, для вас секунда. Наступило утро следующего дня. И давайте заглянем, что у нас наша меченоска. Пришел я покормить рыбок. Но, смотрите, я ее вчера вот так закрыл. Ну, потому что ходил здесь и думаю, чтобы ее не беспокоить. Со всех сторон она закрыта. Думаю, утром она начнет рыбок видеть, там сомневаться. Сейчас посмотрим, что у нас там есть. Сейчас я сниму это дело. Раз. Опа, смотрите, а там уже малька сколько много. И, наверное, самочка толстенькая еще, или уже нет. Она такая уже худенькая, видите? Сейчас я фонариком подсвечу, и мы лучше увидим это все дело. Так, итак, смотрим. Вот смотрите, видно, малечки уже там плавают достаточно хорошо. То есть, скорее всего, что она рожала ночью. Ну и самочка, смотрите, она... А ну-ка, давайте на нее посмотрим. Вот, видите, она уже худенькая совсем. То есть, вот мальки, видите, еще такие они слабенькие. Вот некоторые не очень хорошо плавают. Вот, самочка, видите, худенькая. То есть мы сейчас ее выловим, уберем. И потом, конечно же, посмотрим, сколько малька. Мне самому просто интересно, побила ли она рекорд тех самочек, которые рожали неделю назад. Потому что она тоже была такая очень-очень толстая. Ну просто огонь. Ну а мальков там видно так нормальное такое количество.
Все, отсаживаем ее. Кстати, вот эта вторая самочка, вот она, вильчатая. Ну, она, по-моему, не от металла. Она такая толстенькая, как была, так и есть. А может и от металла. Ну, вроде бы как нет, потому что вчера она, по-моему, была... Ну, нет, хотя она, наверное, была немножко потолще. Ну, это такое дело. Итак, предварительно я включил подсветку. И вот смотрите, можно видеть, сколько там малечков. Видите? И, конечно, размер их заметно отличается от рыбок, которые, например, неделю назад у нас получились. Было, кстати, видео, ссылочка будет в описании. Их можно видеть, они где-то в 2,5 раза, ну в 2 это точно меньше, чем рыбки, которым уже неделя. Об этих рыбках тоже будет видео, как мы их кормим, чем я их кормлю, сколько раз. Так что не пропустите, оно, я думаю, будет следующим за этим видео. Ну а мы вылавливаем этих наших друзей сейчас в отдельную емкость и посмотрим. И, соответственно, сразу я посчитаю, сколько их тут есть. Ну вот, друзья, нерестовичок у нас опустел. Это говорит о том, что мы выловили всех наших малечков. Значит, здесь их, если я не ошибся, 116 штук. Ну, как я и говорил, самочка молодая, где-то ей 8 месяцев, то есть она еще только начинает разметываться. Я думаю, что это у нее уже не первые роды. Вот, потому что я, когда они росли, я их пропускал, ну, там, не отлавливал, давал им отнереститься в общем аквариуме, потому что было малька у меня много. Вот, но сейчас... Вот уже второй раз я отсадил этих крупных самок. И вот эта самочка дала столько малька. 116 штук. Возможно, я там ошибся на 1-2. Ну, не думаю. Значит, сейчас я этих малечков пересажу обратно в нерестовичок. Это чисто для своего интереса я посчитал. И для видео. Так обычно я их, конечно, не считаю. Вот, отсаживаю и делаем им первое кормление. Первое кормление будет, конечно же, живой артемией. Есть у меня артемия. Сейчас она отстоится. И мы их покормим. И к этим малечкам я подсажу еще. Вот вчера у меня самочка гупиков тоже нарожала. Там сколько-то, я не знаю, я их не считал. Тоже я их пересажу в один нерестовичок, чтобы вместе их кормить. Ну, как так сказать, для удобства. Еще секунда. Мальки все вместе. Дал я им артемии. И они начинают трапезничать. Но я вам хочу сказать, что мальки меченосцев, они более такие крепенькие. Держатся хорошо, плавают все. Ну а мальки гупиков, видите, какие-то получились. Часть получилась нормальных, вот плавают сверху. А часть каких-то слабеньких. Но я думаю, там у некоторых был не рассосался еще желточный мешок. Как-то самка их родила так раньше времени, наверное. Ну, я думаю, что они покушают, возможно, и укрепят себя, и будут все, конечно, красивыми и здоровыми. Кто досмотрел до этого места, большое спасибо всем. Подписывайтесь на канал, нажимайте кнопку «Спонсировать». И будем развивать канал дальше и снимать еще много интересных и красивых роликов. До встречи на канале Разводня как хобби. Пока!